Сегодня мы поговорим о том, как справиться с неуважением, используя мудрость древних стоиков. Эта тема актуальна для каждого из нас, ведь все мы сталкиваемся с неуважением в той или иной форме. Давайте разберем 9 стоических уроков, которые помогут нам справиться с этой непростой ситуацией. В конце видео я дам вам практические советы, которые обязательно помогут вам справиться с неуважением и кардинально изменить себя. Смотрите до конца. Давайте начнем. Урок первый. Фокус на том, что в нашей власти. Стойки учили, что мы должны сосредоточиться на том, что находится под нашим контролем. Мы не можем контролировать действия или мнения других людей, но мы можем контролировать наши собственные реакции и отношение к ситуации. Когда мы сталкиваемся с неуважением, важно помнить, что мы не можем заставить других уважать нас, но мы можем выбрать, как реагировать на их поведение. Вместо того, чтобы злиться или расстраиваться, мы можем выбрать спокойствие и рассудительность. Представьте ситуацию. Коллега на работе постоянно перебивает вас во время совещаний. Вместо того, чтобы злиться на него, сосредоточьтесь на том, как вы можете улучшить свою подачу информации или найти более эффективный способ донести свои мысли. Урок второй. Практика безразличия. Стойки практиковали то, что они называли безразличием к внешним обстоятельствам. Это не означает, что нужно стать бесчувственным или апатичным. Речь идет о том, чтобы не позволять внешним факторам, включая мнение других людей, определять наше внутреннее состояние и самооценку. Когда кто-то проявляет к нам неуважение, мы можем практиковать это безразличие. Помните, что их неуважение говорит больше о них самих, чем о вас. Ваша ценность не зависит от того, что думают или говорят о вас другие. Например, если кто-то оставляет негативный комментарий под вашим постом в социальных сетях, вместо того, чтобы расстраиваться, просто признайте, что это мнение одного человека, который не определяет вашу ценность или качество вашей работы. Урок третий. Эмпатия и понимание стойки верили в важность понимания других людей и их мотивов. Когда мы сталкиваемся с неуважением, полезно попытаться понять, почему человек ведет себя таким образом. Возможно, человек, проявляющий неуважение, сам страдает от низкой самооценки или переживает трудные времена. Это не оправдывает их поведение, но может помочь нам отреагировать с большим состраданием и пониманием. Представьте, что ваш друг постоянно опаздывает на встречи с вами. Вместо того, чтобы сразу обвинять его в неуважении, попробуйте понять, что может стоять за этим поведением. Может быть, у него проблемы с организацией времени, или он переживает стресс на работе. Урок четвертый. Добродетель как высшая ценность. Стоики считали, что истинная ценность человека заключается в его добродетели, в его характере и поступках, а не во внешних обстоятельствах или мнениях других людей. Когда мы сталкиваемся с неуважением, важно помнить о своих ценностях и принципах. Не позволяйте неуважительному отношению других заставить вас отступить от своих моральных принципов или изменить свой характер. Например, если кто-то пытается спровоцировать вас на конфликт, оставайтесь верны своим принципам. Отвечайте спокойно и с достоинством, не опускаясь до уровня оскорблений или агрессии. Урок пятый. Практика негативной визуализации. Стойки практиковали то, что мы сегодня называем негативной визуализацией. Это означает представлять худшие сценарии, чтобы быть готовыми к ним и ценить то, что у нас есть. Применительно к ситуациям с неуважением, мы можем использовать эту технику, чтобы подготовиться к возможным проявлениям неуважения и заранее продумать, как мы будем реагировать. Например, перед важной презентацией представьте, что кто-то из аудитории может задать неуместный или неуважительный вопрос. Подумайте, как вы можете спокойно и профессионально ответить на такой вопрос. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно и быть готовым к любой ситуации. Урок шестой. Самодостаточность. Стоики верили в важность самодостаточности и внутренней силы. Они учили, что истинное счастье и удовлетворение должны исходить изнутри, а не зависеть от внешних факторов. Когда мы сталкиваемся с неуважением, важно помнить о своей внутренней ценности и силе. Не позволяйте неуважительному отношению других подорвать вашу уверенность в себе или чувство собственного достоинства. Представьте, что вы предложили идею на работе, и ваш начальник отверг ее без должного рассмотрения. Вместо того, чтобы позволить этому подорвать вашу уверенность, напомните себе о своих способностях и прошлых достижениях. Продолжайте генерировать новые идеи
и верить в свой потенциал. Урок 7. Принятие того, что мы не можем изменить стойки, учили принимать то, что мы не можем изменить. Это не означает пассивность или смирение с несправедливостью, но признание реальности такой, какая она есть. Когда мы сталкиваемся с неуважением, важно понимать, что мы не можем контролировать действия или отношения других людей. Мы можем только контролировать нашу собственную реакцию. Например, если вы столкнулись с неуважительным клиентом на работе, примите тот факт, что вы не можете изменить его поведение. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как вы можете профессионально и спокойно справиться с ситуацией. Урок 8. Постоянное самосовершенствование стоики верили в важность постоянного самосовершенствования. Они рассматривали жизнь как непрерывный процесс обучения и роста. Когда мы сталкиваемся с неуважением, мы можем использовать эту ситуацию как возможность для роста и самосовершенствования. Спросите себя, чему я могу научиться из этой ситуации? Как я могу стать лучше? Например, если вы получили критический отзыв на свою работу, вместо того, чтобы воспринимать это как неуважение, попробуйте найти в этой критике конструктивные моменты. Используйте эту информацию, чтобы улучшить свои навыки и стать лучше в своей работе. Урок 9. Практика благодарности. Стоики практиковали благодарность как способ сохранять позитивный настрой и ценить то, что у них есть. Это может показаться странным в контексте разговора о неуважении, но практика благодарности может помочь нам сохранять перспективу и не зацикливаться на негативных моментах. Когда вы сталкиваетесь с неуважением, попробуйте найти что-то, за что вы можете быть благодарны в этой ситуации. Возможно, это возможность проявить терпение или практиковать свои навыки общения. Например, если вы столкнулись с неуважительным поведением в общественном транспорте, вместо того, чтобы злиться, попробуйте найти повод для благодарности. Может быть, вы благодарны за то, что у вас есть возможность пользоваться общественным транспортом, или за то, что большинство людей вокруг вас ведут себя вежливо и уважительно. Теперь давайте рассмотрим, как мы можем применить эти уроки в повседневной жизни. Практическое применение стоических уроков. Первое. Ведение дневника. Записывайте ситуации, когда вы сталкиваетесь с неуважением, и как вы на них реагируете. Анализируйте свои реакции и думайте, как вы можете применить стоические принципы в будущем. Второе. Медитация. Практикуйте ежедневную медитацию, чтобы укрепить свой внутренний стержень и научиться лучше контролировать свои эмоции. Третье. Практика осознанности. Старайтесь быть более осознанным в повседневной жизни. Когда вы сталкиваетесь с неуважением, сделайте паузу и осознанно выберите свою реакцию. Четвертое. Регулярная самооценка. Периодически оценивайте свой прогресс в применении стоических принципов. Отмечайте области, где вы добились успеха, и те, где еще есть пространство для роста. Пятое. Чтение стоической литературы. Регулярно читайте работы стоических философов, таких как Марк Аврелий, Эпиктет или Сенека. Это поможет вам глубже понять и интегрировать стоические принципы в свою жизнь. Шестое. Практика добродетели. Сознательно практикуйте стоические добродетели. Мудрость, справедливость, мужество и умеренность в своей повседневной жизни. Седьмое. Общение с единомышленниками. Найдите группу людей, которые также интересуются стоицизмом. Обсуждайте с ними свой опыт и учитесь друг у друга. Восьмое. Визуализация. Практикуйте визуализацию ситуаций, где вы сталкиваетесь с неуважением, и представляйте, как вы реагируете на них с стоическим спокойствием и мудростью. Девятое. Физические упражнения. Регулярные физические упражнения могут помочь укрепить не только тело, но и дух, что важно для применения стоических принципов в жизни. Заключение. Применение стоических принципов в ситуациях, когда мы сталкиваемся с неуважением, может быть непростой задачей. Это требует практики, терпения и постоянной работы над собой. Но результаты этой работы могут быть поистине трансформирующими. Помните, что цель не в том, чтобы стать бесчувственным или игнорировать неуважение. Цель в том, чтобы научиться реагировать на неуважение с мудростью, спокойствием и достоинством. Это позволит вам сохранять внутренний мир и самоуважение, независимо от того, как к вам относятся другие. Стоицизм учит нас, что истинная сила заключается не в способности контролировать внешние обстоятельства или поведение других людей, а в способности контролировать наши собственные мысли, эмоции и реакции.
Когда мы овладеваем этим искусством, мы становимся по-настоящему свободными и неуязвимыми перед лицом неуважения и других жизненных вызовов. Практикуя эти стоические уроки, вы не только научитесь лучше справляться с неуважением, но и станете более сильной, уравновешенной и мудрой личностью. Вы обнаружите, что ваше внутреннее спокойствие и самоуважение больше не зависят от одобрения или уважения других людей. Помните, что это путешествие, а не пункт назначения. Будьте терпеливы к себе, празднуйте маленькие победы и не бойтесь ошибок. Каждая ситуация, где вы сталкиваетесь с неуважением, это возможность практиковать и совершенствовать свои стоические навыки. В конечном счете, применяя эти стоические уроки, вы не только научитесь справляться с неуважением, но и обретете более глубокое понимание себя и мира вокруг вас. Вы станете источником спокойствия и мудрости для себя и для других. Так что продолжайте практиковать, друзья. Помните, что каждый день– это новая возможность стать лучше, мудрее и сильнее. И кто знает, может быть, своим примером вы вдохновите других на путь стоицизма и самосовершенствования. Спасибо, что были с нами сегодня. Надеюсь, эти стоические уроки помогут вам не только справиться с неуважением, но и стать лучшей версией себя. До новых встреч!